За последние 2 года из России, по разным оценкам, уехало порядка 2 миллионов человек. И несмотря на то, что многие из них уже вернулись обратно, но вопрос иммиграции и переезда до сих пор не теряет свою актуальность. Наиболее желаемыми странами для переезда традиционно являются Соединенные Штаты Америки и некоторые страны Евросоюза. Если про Соединенные Штаты Америки в YouTube можно найти довольно много разнообразного контента, развлекательного или информативного, то про Евросоюз такого сказать, к сожалению, нельзя. В этом видео мы рассмотрим сразу 5 причин, которые делают Европу одним из самых лучших направлений для переезда. На основании этих причин вы сможете самостоятельно сделать вывод о том, стоит ли переезжать в любую страну Европы в 2024 году. Меня зовут Александр Горягин, и перед просмотром этого ролика обязательно подпишитесь на мой канал, на котором я буду рассказывать еще очень много интересного о жизни в Европе. Давайте начнем. Начать бы хотелось с пункта о добросовестности или уровне самоосознанности людей в Европе. Тут, как мне кажется, есть некая установка о том, что человек хороший, а не плохой. И многое здесь построено на доверии людей друг к другу. Давайте я приведу несколько примеров. Первый из них – подарочные коды. Я думаю, многие сталкивались с покупкой тех или иных подарочных сертификатов, которыми можно пополнить баланс в разных интернет-кошельках. Как это обычно выглядит в России? Пластиковые боксы с муляжами этих кодов внутри. Теперь давайте посмотрим, как лежат эти коды в совершенно обычном продуктовом магазине в небольшом городе в Португалии. Как вы можете видеть, все эти сертификаты находятся в абсолютно свободном доступе. Никаких коробок, никаких замков. Каждый может взять интересующий его сертификат и использовать его в соответствующем приложении. Это маленький, но очень приятный элемент доверия. Другой пример из моей личной жизни. Не так давно я купил некий набор в магазине электроники. После 4 дней я понял, что он мне не очень подходит и захотел вернуть его обратно. И когда я пришел в магазин, меня очень удивило то, что мне не то, что не задали ни одного вопроса по поводу возврата этого товара, у меня даже не проверили содержимое коробки, которую я принес. И из таких маленьких примеров и создается впечатление о том, что здесь изначально верят в твою честность и добросовестность и относятся к тебе без каких-либо предубеждений и предвзятости. Второй же пункт во многом вытекает из первого, и связан он с хорошим отношением к приезжающим сюда людям. Большинству европейцев абсолютно без разницы, из какой страны вы приехали, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы разговариваете. В первую очередь вы такой же человек, а потом уже все остальное. Если вы приятный человек, который по-доброму относится к другим людям и не делает жизнь окружающих себя людей хуже, то добро пожаловать в Европу. Этим данные страны и привлекают столь большое количество людей с совершенно разных точек земного шара. Людей, которым в их родных странах относятся с намного большим негативом и предубеждениями, чем в чужих для них странах Европы. Мой личный совет – меньше слушайте то, что говорят вам по телевизору, и больше доверяйте собственному опыту. Лично мой опыт говорит о том, что к иностранцам в Европе относятся хорошо. Следующий пункт является, наверное, самым важным лично для меня, и связан он с так называемым мифом о лицемерии европейцев. В наших странах под таким лицемерием обычно понимают ситуации, когда человек улыбается тебе в лицо, помогает тебе, но где-то в глубине души или на кухне со своими близкими думает о тебе негативно. И тут у меня возникает такой вопрос. А какая, собственно говоря, мне разница, что обо мне подумал человек, которого я вижу, возможно, в первый и последний раз? Я увидел его улыбку, от которой мое настроение будет явно намного лучше, чем от угрюмого и недовольного, но зато очень честного лица в России. Вы меня, конечно, извините, но я 2 руками за такое лицемерие. Как кажется лично мне, лучше пусть тебе фальшиво улыбаются, чем откровенно хамят в лицо. Пункт номер 4. Безопасность.
Я сразу оговорюсь, что столицы стран или ее крупнейшие города – это не показатель как уровня жизни страны, так и ее безопасности. Почему я делаю данную оговорку? Я думаю, что многие из вас слышали о проблемах безопасности в Барселоне, Нью-Йорке, Лиссабоне. Но важно понимать, что такие проблемы есть также и в Москве. Но я думаю, если мы сравним безопасность небольших городов в Испании или Португалии и России, то разница уже будет так или иначе заметна. В данном пункте, как мне кажется, есть смысл обратиться к некой статистике. В качестве этой статистики лично я выбрал рейтинг самых миролюбивых стран за 2022 год. Этот рейтинг основывается на более чем 20 различных показателях, которые помогают оценить уровень безопасности жизни в той или иной стране. Давайте посмотрим. Как вы можете видеть, в первой десятке находится сразу несколько европейских стран, в том числе уже упомянутая мною ранее Португалия, которая расположилась на 6-м месте. Из стран СНГ нет ни одной страны, которая попала хотя бы в топ-50, а в топ-100 стран попали только Армения и Грузия. В следующих 50 странах рейтинга мы пока также не видим Россию, но уже встречаем Соединенные Штаты Америки. И важно, что Соединенные Штаты Америки в этом списке находятся всего лишь на 129-й позиции. Смотрим дальше. И вот, наконец-то, между Южным Суданом и Сирией мы находим Россию. И мне стало интересно, а каким же было самое высокое место России в данном рейтинге с момента его основания? Поставьте на паузу и напишите свои догадки о том, какое же это место. Так вот, этим местом было 131-е, и было оно в далеком 2008 году. Конечно, вы можете не согласиться с данным рейтингом и привести свои собственные аргументы, почему в Европе менее безопасно, чем в той стране, в которой проживаете лично вы. Об этом также пишите в комментарии, мне будет очень интересно об этом почитать и подискутировать с вами. Что удивило лично меня касаемо безопасности в Европе, так это входные двери. Сейчас появится видео с нашей входной дверью. Как вы можете видеть, она полностью сделана из дерева. В нашем понимании она больше похожа на межкомнатную, нежели на входную. Здесь всего один замок, никаких цепочек, задвижек и других вещей, принятых в наших странах. И такие двери здесь это абсолютная норма. Они ставятся во всех квартирах, государственных учреждениях и даже частных домах. Я неоднократно пытался уточнить у местных жителей, почему же они не ставят надежные металлические двери в свои дома. На что практически в 99% случаев я встречал полное недопонимание, а зачем нужны такие большие и тяжелые двери. Стоит помнить о том, что сегодня нигде в мире нет тотальной безопасности. Но если верить рейтингам и собственным ощущениям, то Европа – это точно одно из самых безопасных мест, где жил лично я. И пятый пункт – это, конечно же, экономика. Кто бы что ни говорил, но экономика Европы в мире имеет довольно большое значение. Например, в 2022 году ВВП Евросоюза составил 17,2 триллиона долларов. Для сравнения, ВВП России за этот же период составил 2,2 триллиона долларов. Многие ухмыльнутся и скажут, конечно, нашел, когда сравнивать ВВП России и Евросоюза, но если вы сравните показатели ВВП за последние, скажем, 10 лет, я уверяю вас, сильной разницы вы не найдете. Предвижу второе ваше недовольство. Кто сравнивает экономику целого союза государств и одной, хоть и очень большой страны? Хорошо. Давайте сравним экономику России и той страны, которую один президент в далеком 99 году грозился не только догнать, но и обогнать. И страна эта Португалия. Точно не ведущая экономика Европы, не самая большая страна и не та страна, которая обладает какими-то феноменальными ресурсами. Эта страна и была целью ВВП для ВВП. Для сравнения давайте возьмем несколько важных экономических показателей. Это ВВП на душу населения, средняя и минимальная оплата труда
и продолжительность жизни. ВВП на душу населения в Португалии практически в 2 раза выше, чем в России. Минимальная оплата труда практически в 5 раз выше, чем в России. 760 евро против порядка 170 евро. Если говорить о средней реальной заработной плате, то тут цифра 1188 евро у Португалии и порядка 400-450 евро в России. Также один из самых важных показателей – это средний уровень продолжительности жизни. В Португалии он составляет порядка 81 года, в то время как в России этот показатель равняется 73 годам. Можно привести еще очень много разных цифр и других скучных данных, но уже из того, что мы посмотрели с вами ранее, можно совершенно точно сделать вывод о том, что одна из самых бедных стран Европы на тот момент за 24 года не только не уступила самой большой стране на континенте, но и увеличила свой отрыв в некоторых важнейших показателях за это время. В этом видео мы рассмотрели сразу 5 причин, которые делают Европу одним из самых лучших направлений для переезда в 2024 году. Эти причины были основаны как на моих личных впечатлениях, так и на некоторой статистике. Безусловно, все плюсы и причины переезда в Европу не вместятся в один ролик, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал и пишите в комментариях свои причины для переезда. До встречи!